Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро-прогноз. Знаки судьбы. События до конца марта. Как меняется ваша реальность. Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет до конца марта, что скоро будет меняться или какой сферы жизни это будет касаться, что важно знать или важно услышать для вас, какая информация откроется, возможно, за этот период, или какой-то вопрос для вас, мои дорогие овны, прояснится. У нас сегодня колода Чиро Маркетти. Прекрасные карты Таро снов. Давайте узнаем. Ну, сон – это где-то то, что мы предполагаем. И очень символично нашему периоду неопределенности. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И коль уж нам довелось проживать в эпоху перемен, то и принимать мы иррациональное тоже должны. И вот вам выпадает старший аркан справедливость. И знаете, всегда нам говорят, ну, где-то держать эмоции в балансе, безусловно, и поступать, мои дорогие, по закону. Может быть, некоторые вопросы, которые касаются именно либо оформления важных бумаг. У кого-то я могу такое допустить, мы все разные, в реальной жизни, может быть, суды, или просто необходимость перед тем, как что-то осуществить. Вам нужно получить консультацию юриста, адвоката. Вот и карта говорит, ты, Овен, действуй только наверняка, когда знаешь, как в отношении тебя работает закон, или как он продолжит работать. То есть вы должны себя несколько сохранять, чтобы не было такой ситуации, когда вы на что-то, ну, под импульсом соглашаетесь, а через какое-то время вот этот отголосок из прошлого нас догоняет. Примите это во внимание. Поэтому поспешность, ну, наверное, нет. По аркану справедливость – это от начала до конца баланс. И сколько мы на одну чашу весов положили, столько же должно быть и на другой. Равновесие само по себе. Ну и где-то адаптация, может быть, к тому, что мы не можем изменить. Вот давайте мы с вами узнаем. Первую карту, которую мы с вами достанем. Что вы вычеркнули из своей жизни, а оно вернется. В чем вы думали, поставили точку, а выясняется, что это многоточие или запятая. Кто или что вернется в вашу жизнь. Вот такое может быть с учетом ретроградной Венеры. Что прояснится или какая правда откроется. И мы достанем еще 3 карты, как знаки судьбы. Первый знак судьбы. Куда заведет вас судьба? Или что хотят вам передать высшие силы. Второй знак судьбы. Сами по себе знаки. И третий знак судьбы. Давайте будем открывать и узнавать, так что же скоро будет. Что вы, возможно, вычеркнули из вашей жизни, а оно вернется. Победа, мои дорогие. И очень символично, что ваши энергии, победитель, огненная энергия. И значит, какой-то вопрос. Вы, возможно, подумали, что я не смогу осуществить. А здесь вы себя похвалите, что вовремя либо с чем-то определились, либо выбрали правильное направление, или что-то сделали правильно. Возможно, вы ждали каких-то документов длительное время, и в марте вы их окончательно получите, или, по крайней мере, у вас прояснится информация, как вам нужно правильно поступить. Сама по себе победа где-то предполагает, безусловно, завершение какого-то вопроса. Причем победоносное, триумфальное завершение вопроса. Но всегда 6 жезлов нам говорит о том, что мы эту победу должны сохранять. И правда, некоторые темы в вашей жизни, вы уже могли с ними проститься. А здесь вы понимаете, что как раз в этом была моя сила, практически так. И вообще карта говорит о чем? Сильная позиция у кого-то буквально. Может быть, вы уже разуверились сами в себя. Хоть это и не очень свойственно Овну, но вы, тем не менее, вы рождены в разные даты. И поверьте, это кардинально влияет на каждого из вас. То есть объединяют, есть те энергии, которые совпадают по знакам зодиака. Западная астрология, вот как мы рассматриваем, да, 12 знаков зодиака. Но есть еще и другие варианты астрологии, и поэтому вы все же, у каждого свои приоритеты, и внутренняя энергия у одного вот этого запала боевого духа больше, а у кого-то, наоборот, больше осторожности. Наверное, больше будет у тех, которые рождены, ну, где-то после 9 апреля. Вот тут может такое быть желание с места в бой. Но те из вас, которые рождены чуть раньше, или, может быть, это уже март,
то там другие немного энергии. И вот даже если вас и с вами сомнения, ну, я бы сказала, могут больше быть свойственны, или где-то вас, ну, какая-то глубокая философия накрывать может чаще, я такое могу предположить. Ну, понятно, не для всех, но тем не менее, хоть какой-то баланс мы подведем с вами, то вот вы можете тоже ощутить именно те энергии, когда были сомнения, а теперь словно дело это сдвинулось с мертвой точки. Или это ваша популярность, мои дорогие овны, так или иначе решение какого-то вопроса. Вы его как будто вычеркнули или думали, что у вас это не получится, а вам это возвращается сторицей или победой. Что будет? Победа сама по себе какая-то будет до конца марта. И это значит как минимум один вопрос. Вы точно для себя либо проясните, либо решите. Давайте узнаем, кто или что вернется, или в чем вы думали, поставили уже точку, а оказалось, что это многоточие, продолжение следует. И это 8 кубков. Для кого-то из вас, вот обратите внимание, путь наверх. И нам Чаромаркетти прописал вот такая холодная карта. Шаг за шагом мы идем вперед и словно вверх. Мы уходим, не оглядываясь, вот от этих кубков, пустых кубков, которые не имеют значения. Это олицетворяет ваше прошлое. Но, видимо, мои дорогие овны, подведя в целом баланс, я могу сказать так, что вернется, да, или что скоро будет. То, что вы вычеркнули или, может быть, сомневались. Правда, до конца марта у вас по некоторым вопросам возникнет четкое понимание. Есть моя победа, а есть те вопросы, которые вы оставите позади. И даже больше поймете, может быть, что нет смысла что-то продолжать. Или это не служит моему прогрессу. Больше понимания, что вам может означать какой-то ваш приоритет или пригодится в будущем. А что пробовать, реанимировать или наоборот что-то возобновлять. Даже и не хочется, ну и как будто смысла-то тоже нет. Давайте мы узнаем, что же прояснится или какая правда откроется по части личной жизни. 6 кубков в этой колоде больше говорит нам о том, что есть наши близкие. Или есть тот человек, который к вам относится очень искренне. Мои дорогие, здесь еще может быть такая ситуация, когда все же с учетом ретроградной Венеры мы можем сами возвращать людей. Или люди могут возвращаться в нашу жизнь. И, возможно, это вернется какая-то правда. К примеру, вы могли знать или представлять себе человека в каком-то одном свете. Или сложилось у вас о ком-то определенное мнение. Вот здесь может быть мнение пересмотрено. К примеру, нам мог не нравиться какой-то человек, или мы сложили о нем абсолютно точное мнение, мы были уверены, а теперь мы понимаем, что это был какой-то фейк, или была какая-то фальшь. Может быть, нам человека оговорили, вот такое может быть. И мы узнаем человека с другой стороны. Он как перед нами открывается, мы на него смотрим другими глазами. Вот здесь всегда по 6 кубков это те люди, с которыми мы имели контакты. И поэтому либо правда какая-то открывается по поводу конкретных людей, либо меняется ваше мнение. Но по этой карте мы опять же проясняем вопрос. Мы становимся сильнее так или иначе. Потому что эта карта еще и соответствует одновременно Скорпиону, знак. А это сильная интуиция, развивается ваша интуиция. И если это как солнце в Скорпионе, это, знаете, какие-то ваши прежние догадки, вы можете, как вот какая правда откроется, вы станете себе больше доверять. По этой карте, если прежде вы думали, интуиция это вообще ни о чем, это какая-то ерунда. А здесь вы понимаете, что подсказки собственной души, оказывается, бывают очень правильными. Или происходят какие-то события, мои дорогие овны, в течение марта, может быть, до конца марта, когда в конечном итоге вы тоже понимаете, а ведь что-то подобное я предполагал или я знала, что так и сложится, так и будет. И я должна сказать, на несколько лет вперед забегая, вам очень будет важно пользоваться как раз собственной интуицией, потому что в этом ваше где-то солнце. Вам будут высшие силы, может быть, через подсказки 6-го чувства давать правильные ориентиры. И очень часто по этой карте
Проходит и ностальгия или некоторые розовые очки. Но нам изображены дети. И имеется в виду детская ясность, невинность, свобода от какой-то меркантильности, мои дорогие. Это искренние отношения проходят. И примите во внимание, что действительно могут вернуться люди как будто зачем-то. Не случайно вам пространство, Вселенная. Это как можно расценивать знак судьбы или высших сил, когда вам возвращается в вашу жизнь тот или иной человек, о себе напоминает, или пишет вам в мессенджерах, или вы его случайно встречаете, или вы кого-то будете возвращать. Это говорит лишь о том, что как раз вот эти отношения, скорее всего, как минимум, могут быть продолжены. И неважно, что это будет. У кого-то это сфера личной жизни, а у кого-то это, возможно, и ваша занятость, труд. Здесь, конечно, и розовые очки мы тоже можем словно снять, да, какая-то пелена спадает. Но все же вот эта детская ясность или где-то невинность, как простота, она должна быть применена к сегодняшней жизни. По сути дела, нам говорят, не будь предвзятым к людям, не учитывай какие-то табу и сам их новые не создавай. Тебе это упрощает жизнь и помогает одновременно, слушая подсказки собственного шестого чувства, принимать более правильные решения. И здесь проясняется, и могут быть метаморфозы, когда действительно вы можете узнать какую-то правду, словно случайно она перед вами открывается, и вы узнать можете человека совершенно с другой стороны. И пусть, повторяюсь, у кого-то это будет касаться работы, а у кого-то личной жизни. Давайте знаки судьбы посмотрим, куда же вас заведет судьба или с чем это будет связано до конца марта 2025 года. Что вам хотят передать высшие силы? Ну, деньги, безусловно, потому что девятка кубков, и посмотрите, это благополучие, изобилие, процветание. Так она и называется, эта карта. И очень символично, что это знак рыб. Посмотрите, две карты, которые имеют знак рыб. Рыбы – это у нас всегда, во-первых, путешествие или перемещение. Перемещение может быть и недалеким. Или у кого-то из вас планы, которые именно на осуществление далекого переезда. И рыба – это у нас деньги, это наше благополучие. Поэтому, если мы спрашивали во второй позиции, в чем вы думали, поставили точку, тут действительно вы определяетесь, что вы будете продолжать, а в чем вы поставите точку. И если вы, мои дорогие овны, уже ставите точку, это на длительный период времени, потому что мы как бы к этому не вернемся, скорее всего, потому что будут уже новые приоритеты. Вот какая-то перезагрузка, как по восьмерке кубков, мы ищем выход, и мы его находим. Поэтому вы найдете выход из любого положения и выйдете победителем. Самое главное, не быть предвзятым, слушать свою интуицию до конца марта. И даже если случаются в вашей жизни метаморфозы, жизнь не бывает полностью предсказуема, тогда рассмотрите как возможность новую. Не говорите чему-то «нет», не выносите резких вердиктов, но я бы сказала, не очень-то и торопитесь. Потому что победу придется еще удерживать. Это не происходит само. И это тоже будет от вас требовать определенных сил. Но если мы переложим девятку кубков как знаки судьбы, доброе время заработать деньги. Доброе время обустроить благополучие. Доброе время определиться с местом вашего пребывания. Это тоже проходит. Поэтому для вас это как знак судьбы, что ты, вот победа вверху, ты это Овен должен сохранять. И помним, что 2025 год – это год адаптации. Мы должны адаптировать себя к каким-то новым условиям, а после этого организовать свою жизнь по-новому. Примите это к сведению. Скорее всего, какая-то новая организация. Она совершенно вам необходима, потому что, как и благополучие, мы должны через победу удерживать. А есть еще и символ Юпитера. И, как известно, Юпитер все расширяет или дает какие-то возможности. Поэтому у вас до конца марта возможности какие-то стремятся прийти быстрее, ну, может быть, как тайна или через информацию открыться перед вами. Мы ведь можем и не заметить что-то. Поэтому будьте внимательны как и к самим себе, как и к своему благополучию, так и поставленным целям, намеченным планам. Здесь вам дает судьба как знак. Вот это возможность для того, чтобы вы это практически приумножили. Каков же еще знаки судьбы?
Смотрите, как символично, да? Мы с вами по 8 кубков сказали, вы вот с чем уже Овен определится и скажет, все, баста, это я не хочу продолжать. И 10 мечей, мы в прошлое закрываем дверь. Потому что нет смысла. У нас уже другое солнце, вот посмотрите. Но тем не менее, возврат к прошлому будет. Возврат, по крайней мере, до конца марта. И все то, что я говорила по 6 кубков, либо люди через личную жизнь, либо, может быть, некоторые вопросы, контакты по работе к вам могут возвращаться. И для чего? Вы как будто это фильтруете, понимаете? Есть смысл, опять же, это продолжать. Или эту уже историю нужно окончательно закончить и вообще забыть, оставить, может быть, как ситуацию или печальный опыт, но не повторять какие-то ошибки. И мы по 10 мечей уже не переживаем. Всегда эта карта символизирует какую-то тягостную ситуацию, которая с нами была прежде. Или, может быть, период сложной жизни, когда было из нуля в рогожечку. Но теперь мы понимаем, что все, на этом тоже какая-то точка. И мы перестраиваемся. И не случайно, наверное, у нас в правом верхнем углу знак близнецов, а это сама по себе трансформация, мои дорогие. И у нас летом Уран будет в знаке зодиака близнецы в первом доме. И вполне вероятно, что на нас это будет накладывать такое значение, влияние, а у вас это будет в третьем доме гороскопа. Это где-то через контакты, через общение, через ваш социум. Да, люди, которые имели значение в предыдущий период жизни и которые еще будут оказывать влияние на вас в марте, кого вы будете встречать, либо кому-то вы сами захотите написать или продолжить отношения, или кто-то возвращается в вашу жизнь. Перезагрузка именно через контакты, через людей. Но это для вас открывает новые перспективы. Или окончательно закрывает какой-то прежний жизненный этап. Знаки судьбы, мои дорогие. Вот, вы знаете, вот в этой колоде древо жизни, древо сферот. И, по сути дела, это само по себе благополучие. Это где-то исполнение мечты. Вот в чем знаки судьбы. Действительно, не случайно вам выпадает аркан победителя. И здесь не просто, я бы сказала, раз выпадает эта карта, какая-то победа у вас. А здесь очень какая-то значимая или знаковое событие жизни, победа. И это тот пункт, от которого вам нужно оттолкнуться. И я должна сказать, когда еще эта карта выпадает, это как все 22 аркана или 22 значения соединены в этом древе. И Чиро Маркетти добавил эту карту, чтобы показать, что в данный период времени, то, что мы как раз и называем кармической ситуацией, или мы спрашиваем, что вам по судьбе, вот полная перезагрузка. Я могу предположить с учетом ретро-Венеры, что это не просто где-то март, с учетом возвращения каких-то ситуаций, людей или вашей перезагрузки и адаптации. Это может быть до середины, даже где-то апреля, но тут действительно кармическая ситуация, потому что вы подводите итоги. И есть итоги очень добрые, хорошие. И есть те итоги, которые вам попросту неинтересны. Вам в этот период будет легко от чего-то отказаться. И если прежде вас что-то больно ранило, или вы не соглашались, была какая-то несправедливость по отношению к вам, но вы теперь либо понимаете, что я это устранить не могу, и вас это больше не ранит, иными словами, вы от этого уходите, или наоборот, вы получаете вот эту заслуженную победу. Но если выпадает вот эта карта, это значит, мы подводим итоги и строим планы на будущее. И, собственно, все предыдущие карты нам об этом и сказали. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.